Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, поскольку мы начали серию ритуалов, как я обещала, из моих архивов, имеется в виду и ритуалы, которые мне подарены представителями разных наций, потому что я много лет собирала у бабушек всякие обряды, там какие-то поверья, какие-то приметы, на основе которых создавала свое, да, и поэтому они работают, поскольку в каждом из них ключ тысячелетний. Многие из работ созданы мной. Есть работы, которые я получила в дар от людей, и эти работы вы нигде не найдете, потому что просто, скажем так, на пальцах можно сосчитать, сколько людей в мире эти ритуалы знали. И не все они передали кому-либо. То есть я пытаюсь и дарю вам различные работы для того, чтобы ваша жизнь менялась наверняка. Если это не получится, то получится то. Уже объясняла вам, что у каждого из нас есть и генетическая энергия, и своя наработанная за жизнь, и энергия рода, и далеких предков, и прочее, и прочее. И вот, манипулируя этими энергиями, понимая, зная, что это такое, я создала вот этот, скажем так, огромный, я даже не знаю как, огромную сокровищницу работ, потому что я вам говорю и повторяюсь, ритуалы изданы не только мной, есть книги других авторов, но разница в том, что те авторы не объясняют, что делать простому человеку, а что непростому. Они просто издают общую книгу ритуалов, обрядов и все. И более никак. Если взять, делать простому человеку такие работы, которые я называю сырыми, почему сырые? Потому что они недоработанные, там нет ключа, там не сказано как что. Я как практикующий человек, я как человек, который всю свою жизнь отдал магии, я понимаю, я между строк могу прочитать, я могу понять, где неправильность, где как лучше делать, но простой человек, наткнувшись на такие работы, взяв, рискнув, сделав, может очень дорого расплатиться за это. И поскольку я разделила для практиков, для обычных людей, объяснила почему, как, откройте мою лекцию «Магия и колдовство», служение и поклонение. Да? Вот вы служите, как всегда служили наши предки, просите у богов и получаете. Извиняюсь, наоборот, вы поклоняетесь, просите и получаете, а я служу им. То есть с меня спрос больше. Я, по сути, не имею права на свою личную жизнь, на что-то свое личное. Все, что мне в этой жизни дается, это для того, чтобы я отдавала людям, для того, чтобы оставила своим поколениям. Мне, собственно говоря, здесь ничего нет моего. Это невидимый храм, где мы все служим силам. Кто-то знает, что это боги, кто-то уже понял, кто-то, изучив мои лекции, мой канал, многое узнал. Кто-то об этом понятия не имеет, но ему передано, вот он как бы идет по зову крови. Но мы все служим одной силе, служим. Те, которые практикуют. Не вот это вот шушера, которая бегает по всяким магическим школам с таро в руках, считает, что они уже ведьмы, кому-то что-то не то приснилось, и вот они уже ведьмы. Если бы вы знали, сколько всего я вижу в день, многие, может быть, мечтают это все увидеть, но, знаете, есть такая карикатура была, когда женщина вызывает дух, и вот появляется в окне, и она, значит, падает и бьется в конвульсиях. И там, значит, написано: ты так хотела видеть мир духов, ну что, увидела, легче стало. Понимаете, мир духов. Иногда сидишь, снимаешь, и в окне появляется силуэт. Иногда пишу на кухне сидя, там, смотрю что-то, пишу. Между прочим, я
всегда создаю, когда фон есть. Я в тишине творить не люблю. Я что-то включаю, какой-нибудь фильм, мелодию. И вот под это все сижу, и мне приходит эта информация. Она мне не мешает абсолютно, потому что это мне дано. И вот какой-то такой, знаете, черная тень, вот, которая подсматривает как бы за стеной, вот как смотрит и обратно. И я понимаю, что это что-то, некто, кто-то. Их много, множество, особенно у меня, я работаю в этой сфере, поэтому неудивительно. И я, знаете, говорю, ну что ты там стоишь, как бедный родственник, ну проходи сюда, что ты маячишь, ты меня отвлекаешь. И тень исчезает. Для меня это жизнь. Я этому не удивляюсь, я не бегу рассказывать, я не ошарашена. Я каждый день с этим сталкиваюсь. Я в этом живу. Конечно, в молодости боялась, не понимала, а потом постепенно я поняла, привыкла, подружилась с ними. Я уже их не опасаюсь и не боюсь. Если вы думаете, что здесь всю ночь там какие-то звуки, какие-то стуки, как кто-то там скребется, бывают иногда такие активные дни. Но стоит мне там рявкнуть, и все успокаивается. Но они знают, что мне этот стресс не нужен. Они не будут появляться передо мной в страшных рожах. Они не будут какими-то звуками меня пугать. Поверьте мне, они понимают, что я работаю в пользу них, и они меня берегут. Они берегут мой сон, мои нервы. Они меня охраняют. То есть, понимаете, даже в этом случае, если кому-то они это создают, эту шумиху, доводят человека до сумасшествия, страхи могут довести до многого, то у ведьмы нет такого, чтобы мы вот жили в кошмарах, каких-то звуках, криках, каких-то нападениях, каких-то чего-то. Очень редко такое может быть, если мы, например, забыли, что нам надо постоянно работать, и вот немного решили отвлечься от этого. Да, они нас сразу ставят на место и наказывают. Но это бывает очень редко. То есть я пытаюсь вам объяснить, что это все собрано и выстрадано, пропущено через себя. Многое уже испробовано. Даже то, что я создаю, скажем, новые работы, в любом случае они на основе определенных вещей. То есть уже что-то, нечто я давала кому-то, может, недоработано, может, своими словами, и оно сработало. И я решила, что надо красиво это собрать и создать нечто более сильное, усилить и отдать народу. И вот, как я вам обещала, открываем архивы с прошлого года. Уже по этот год очень много отдаю людям. Знаете, мне иногда вопрос задают. Скажите, вот вы столько отдаете людям, да? По сути, другие берегут для себя, чтобы заработать на этом. То есть вот есть нечто, что я другим не скажу. Пусть ко мне приходят, я сама буду проводить, получать деньги. А вот вы столько отдаете, а с кем вы тогда работаете? Ведь все могут просто взять и сделать. Смешные вы люди. Чем больше ты отдаешь миру, тем больше людей к тебе приходят. Потому что люди, которые испробовали на себе, и оно сработало, они без сомнения к тебе придут. Знаете, размышления жадных людей никому не отдам, себе оставлю, пускай вот будет мне. Дорогие друзья, ни у кого книги с такой популярностью не пользуются, как мои. Хотя все вот всякую интернетную муру, просто взятые отсюда, оттуда, втридорого пытаются продать. Одна волна книг у них продается, дальше не идет. Знаете почему? Потому что люди не дураки. Люди открывают книги, а там про домового, про лешего, про еще чего-нибудь. То, что они могли в интернете прочитать, они купили за 16 тысяч, за 8 тысяч. И после этого у них разочарование. Все, они же передают друг другу. Я никогда не давала людям кота в мешке. Все, что в моих книгах, я говорила, 70% есть на моих каналах, на моем сайте. Да везде уже есть. Люди загружают у себя. Везде оно есть. Но представляете, оно не мешает, чтобы мои книги по достойной цене люди покупали. Они берут. Они хотят, чтобы у них был книжный вариант. Почему? Потому что они испробовали и знают, и не хотят потерять эти работы. Они боятся, а вдруг интернет, мало ли, завтра отключат. Может, Ютуба не будет. Может, возьмут, опять сломают канал, мы все это потеряем. То есть люди берут испробованные работы. Они уже провели, уже увидели результаты, и они хотят их в книжном варианте. А те, которые жадно
пытаются продать, все протиснуть, до сих пор издают по 100 книг там за 40 лет. А мы просто не успеваем издавать. Вот многие книги сейчас нет в наличии, мы снова переиздаем, потому что они улетают. Вопрос, зачем людям покупать эти книги, да? Если они все есть в интернете, берите, пользуйтесь. Это все я подарила людям. Почему 70%? Потому что есть запретные работы, в основном для практиков. И есть работы, которые я не успела просто выставить. Поэтому в книгах они пошли. Вот и все. Но почему люди их берут? Потому что это работает, дорогие друзья. Никогда человек не возьмет дорогую книгу, не зная, что там есть. А если один раз возьмет, больше не возьмет. Но когда люди делают, у них срабатывает, они говорят: ой, я хочу в книжном варианте. Хотя 100 раз говорила, распечатайте и пользуйтесь. Нет, я хочу в книгах. Это говорит о том, что эти работы имеют неземное происхождение. То есть они хотя исходят от меня, дорогие друзья, но я всего лишь проводник вот этого всего в мир. Понимаете? Вот я посредник. Мне отдали, я вам передаю. И те люди, которые говорят, что а в чем ваша выгода? Вы все это отдаете, а в чем ваша выгода? А кто к вам приходит-то? Вы даже не представляете, сколько ко мне приходит. Потому что есть вещи, во-первых, которые только ведьма может сделать, определенные работы. Нереально человеку, даже если возьмется делать, это не уйдет. И кроме того, кто много дает, много получает. Просто запомните, есть такой закон вселенский. Не бойтесь много отдавать, а вдруг мне ничего не останется. Не то, что не останется, приумножится. Да не оскудеет рука отдающего, правда? Она не оскудеет, поверьте мне. Теперь перейдем к следующему. Армянский ритуал исполнения желаний. Подобные ритуалы я вам дарила, разные. Я объясняю, почему их много. Уже говорила, да? Каждому свое совпадение. Армяне огнепоклонники. Они поклонялись силе огня. Были многобожники, естественно, до принятия христианства. И в языческое время были намного сильнее. Так вот, дорогие друзья, очень сильное почитание богов перешло в очень сильное почитание Христа. Потому что у них была нужда поклонению богам. Настолько сильная, что вот, видя этот запрет, они как бы перевели все на христианство. Но языческие корни, языческие поверья, да вот все обычаи, обряды, они все языческие, не забыты. Тот же самый Терендес, который называется, переименовали в христианский праздник Терендзес, что в переводе означает «Господь вам навстречу». Но никаких Господь там не существует. Это поклонение огню, когда, прыгая через огонь, очищались от болезни. То есть это исцеляющая сила огня, армянский именно языческий обряд. То же самое встречать с огнем молодоженов и так далее. В общем, огонь в культуре армян очень большое имеет значение. Слово «оджах», что тоже переводится огонь. Вокруг огня концентрировалась семья, собиралась. Там было и тепло, и, скажем так, пища, да, и размышления, и разговоры. Все это вокруг огня. Мудрость семьи и сплоченность, оджах. Сегодняшний ритуал – это обращение к божественному огню, и через этот божественный огонь именно к Верховному Богу, к отцу всех богов Арамазду, который в разных культурах Ахура Мазда, Армазий у грузин, да, уже говорила вам, значит, Зевс у греков, Вишну у индусов, зомби у африканских народностей. Когда мы говорим зомби, это из голливудских фильмов, зомби создающие. Зомби – это создание. То есть слово одно и то же практически. Верховный бог, вуду, зомби, создатель. И так далее, и так далее. Он тот же самый, просто
в разных культурах по-разному почитается. Точно так же разные энергии. Вот в этой культуре, то есть вы обращаетесь к греческим богам, те же боги, которые у разных народов по-разному называются, боги одни и те же. Но вот в греческой пантеоне, да, вот вы обращаетесь, оно вам вроде помогает, ну, как-то не очень. Вот не подошло вам. И вы точно так же к этим богам обращаетесь, например, в индуистском пантеоне, а там помогло. Энергия совпала. Символ Армении – Нур или граната. Многие понятия, которые сейчас взаимствуют народы друг у друга, имеют общие корни, конечно. Нур на Востоке так называют свет, то есть Божий свет. Почему этот плод называется Нур? Потому как он был объектом поклонения. Граната считалась символом плодородия, символом богатства, достоинства, мудрости, знатности, еще и корона. Называли царица всех плодов и так далее. Одним словом, символ Армении – это виноградный сок. Если есть у вас деревенский сок виноградный, пожалуйста. Это дафне или лавр, лавровый лист. И красная свеча. Зачем нужен лист лавровый? Когда вы просите что-либо у огня, нужно пожертвовать что-то огню. Либо хлеб, либо пшеница, овес, либо, священное дерево, дафна, лавр. Для того, чтобы что-то получить, нужно огню что-либо отдать. Хочу вам сказать, что вчера просто перед экраном для вас провела грузинский денежный обряд. И утром мне довольно такую крупную сумму отправили. Я еще не пойму, думаю, может, ошиблись или что. И написали, поблагодарили. И написали, что то, что я сделала, провела, получилось. И большое спасибо. Мы решили вам отправить подарок. Хотя я просто перед экраном вас учила, можно сказать. Но уже сработала, уже энергия получилась. Эта энергия, манипуляции получилась, и она сработала. Вот почему я людям говорю. Делайте, товарищи, не ленитесь. А то ты им говоришь, делайте. Ой, а я боюсь, а я не знаю, а чего. А вот использовать меня, например, чтобы я за вас делала, это не боитесь. Правда ведь? Это нормально, что здесь так. Не надо искать поводы и причины. Бедно живете, это следствие вашей лени. Хорошо живете, это следствие того, что вы перебороли лень. Коротко и ясно. И вот никакой философии не надо. Здесь читать нужно 6 раз. Я прочитаю 1 раз. Зажигая листья лавра. Потом немного, нужно выпить сок виноградный. Остальное оставляем. Почему иногда нужно использовать продукты, то есть принимать внутрь? Пить или есть, скажем так, определенный продукт. Объясняю. Продукт набирает силу. Понимаете? Продукт набирает силу, и оно благословение получает на алтаре богов. Здесь прозвучит слово «атрушан», что вам очень хорошо знакомо. Это жертвенник огня. Так вот, мы обращаемся к огню и к жертвеннику богов, и к силе великого Арамазда для того, чтобы у нас получилось наше желание. Какое желание здесь можно озвучить? Здесь в основном желание связано с деньгами, с разрешением дел. Тут нельзя просить мести для врагов, для этого есть другие ритуалы. Здесь должны быть светлые, если так можно сказать условно, хорошие желания. Помочь найти дом, который ты хочешь купить, чтобы оно соответствовало, по цене. Даже помочь продать имущество, которое не можешь никак продать. Мужиков этим желанием, то есть этим ритуалом не возвращаем. Сразу говорю. Тут же. Мужиков
не тащим сюда. Это не для этого. Пойдемте. Значит, я немного так зажгу. Не особо, потому как мне неудобно и читать, и сжигать. Поэтому читать будем потом. Потом это выносите на следующий день и оставляете под деревом, зажигая там маленькую свечу. Неважно, зима, не зима, сколько будет гореть, это не имеет значения. Под деревом. Значит, воткните в землю свечу маленькую, восковую. Вот это и 6 монет. И благодарите священный огонь своими словами. Когда у вас все получится полностью, как вы попросили, запах очень приятный. Когда у вас все получится, приносите снова 6 монет и свечу. Опять зажигайте и благодарите священный огонь своими словами, потому что огонь выполнил вашу просьбу. Итак, читаю на армянском языке. Я прочитаю именно как должно быть, в соответствии с языковыми тонкостями. А вы потом можете, когда будет ритуал под роликом, вы можете прочитать, как вам удобно. Это не имеет такого особого значения. Ես վառել եմ Սուրբ կրակը, ով աստվածների ադրուշան, լսիր իմ ձայնը, առ քո զոհը, ով արամաստ, ով արամազդի հուր, извиняюсь, ես խնդրում եմ, ինձ ուժ տուր, քո շնչով, քո աստվածային ուժով, քո սրբազան կամքով, ով Սուրբ կրակ, սրբազան ատրուշանի, իմ ցանկությունը կատարի, ատրուշանի կրակ, ո սրբազան հուր, ես ինչ խնդրում եմ, դու այն ինձ տուր, Դաֆնին առ քեզ նվեր, իմ ցանկությունը դեպի ինձ բեր, ո արամազդի հուր, ինչ ցանկանում եմ, ինձ տուր. Снова зажигаете, горит, опять читайте. Ես վառել եմ Սուրբ կրակը, ով աստվածների ատրուշան, լսիր իմ ձայնը, առ քո զոհը, ով արամազդի հուր, ես խնդրում եմ, ինձ ուժ տուր, քո շնչով, քո աստվածային ուժով, քո սրբազան կամքով, ով Սուրբ կրակ, սրբազան ատրուշանի, իմ ցանկությունը կատարի. Ատրուշանի կրակ, ո սրբազան հուր, ես ինչ խնդրում եմ, դու այն ինձ տուր, դափնին առ քեզ նվեր, իմ ցանկությունը դեպի ինձ բեր, ո արամազդի հուր, ինչ ցանկանում եմ, ինձ տուր. Еще раз. Но читать вам нужно 6 раз. Ես վառել եմ Սուրբ կրակը, ով աստվածների ատրուշան, լսիր իմ ձայնը, առ քո զոհը, ով արամազդի հուր, ես խնդրում եմ, ինձ ուժ տուր, քո շնչով, քո աստվածային ուժով, քո սրբազան կամքով, ով Սուրբ կրակ, սրբազան ատրուշանի, իմ ցանկությունը կատարի. Ատրուշանի կրակ, ո սրբազան հուր, ես ինչ խնդրում եմ, դու այն ինձ տուր, դափնին առ քեզ նվեր, իմ ցանկությունը դեպի ինձ բեր, ո արամազդի հուր, ինչ ցանկանում եմ, ինձ տուր. И в конце, когда 6 раз прочитаете, в конце скажете «Թող այդպես լինի». После это можете собрать, убрать и до следующего дня. Но после, как вы прочитали, немного пригубите и оставьте. Оставьте до утра. Свечу можно погасить и использовать в других ритуалах. Это для красоты, это не обязательно вам. А то, знаете, все мелочи посмотрят и как начнут, а вот это вот туда поставить, а это сюда поставить. Самое главное, чтобы вы концентрировались и сделали как положено. Все остальные мелочи не имеют такого великого значения. Больше ваша, знаете, даже не вера. Говорит, вот верить надо, не обязательно прям сидеть и верить, не верить, делайте и все. Больше уважения, больше концентрации и, скажем так,
достойное отношение к своей работе. И результат вас приятно удивит. Всем удачи!